Привет, мои дорогие девочки, привет, мои хорошие. Мы сегодня с вами погадаем. У нас, девочки, будет тема, точнее две темы интересных, что происходит в его жизни и что он говорит о вас. Так, и я буду, девочки, гадать на двух колодах. У меня будет зомби Таро. И то, что он говорит о вас, мы будем еще и на Монаре смотреть. Привет, привет, мои дорогие, привет, мои золотистые девочки. Ну, а сначала, перед тем, как мы с вами все соберемся, тут у меня есть, что вам, девочки, сказать насчет сегодняшнего 8 апреля. Все вы знаете, что сейчас такое время пасхальное, да? И поэтому, девочки, мы тоже очень сильно обращаем внимание на лунные календари. И причем, кстати, каждая Пасха, если кто не знал, вы можете это, кстати, даже углубиться о Пасхе в какие-то нюансы в интернете, девочки, найти, но когда проводится вообще Пасха, да, она отсчитывается по лунному календарю. После там, вы можете даже посмотреть, да, от какого полнолуния, от какого новолуния, и почему Пасха все время так вот по календарю скачет, да, то есть то раньше, то позже, то раньше, то позже, не в один какой-то календарный день. Правильно, очень правильно делают, да, праздник Пасха, когда отсчитывают определенное количество дней по лунному календарю. Так что, если вот вы хотите, чтобы уже, знаете, я тут не буду рассказывать, да, про другие эгрегоры, это можно даже посмотреть. Посмотрите, когда вы вспомните, да, посмотрите в интернете вообще о празднике Пасха, когда он празднуется. Как он празднуется у католиков, как отсчитывается то время, когда они празднуют Пасху, да, как отсчитывается у православных. И очень-очень много чего интересного, о чем вы даже, может, просто не обращали внимания, да, вот знаете, да, то и знаете. Но как это все происходит, очень много чего интересного можно накопать. Причем все это действительно относится к лунному календарю. И если кто-то на лунный календарь забивает, да, то вы увидите, какое огромное влияние лунный календарь в первую очередь имеет в нашей жизни. Ну, а сегодня у нас, девочки, 8 апреля, хоть и вечерок уже, да, ну, а когда мы занимаемся магией? Ну, вечерком, конечно, когда... А почему днем магия, она не такая, как ночью? Все дело в том, что ночью не светит свет, да, нету тех люксов, которое вырабатывает солнце, когда мы его видим, да. То есть все дело в люксах. И дело в том, что ночь и темнота, когда нету вот этих волн световых, да, магия очень быстро доходит до своей цели. То есть, если вы днем колдуете, это совсем немножко другое. Если вы колдуете ночью, все намного быстрее происходит. Все результаты вы тоже будете видеть четче, яснее, и быстрее она будет работать. Но смотря какая магия, смотря у кого, конечно же, да. Так, и что у нас сегодня, девочки? 8 апреля. И это вообще, что такое 8? Сегодня в мире люди пишут восьмерочку в датах. На школьной доске, в телефонах она у вас горит, да? Это знак бесконечности тоже. С одной стороны, это и сигил, можно так сказать, потому что вот все знаки, графические знаки, это своего рода сигилы. И они тоже построены по определенному закону, скажем так. И они все вибрируют. Я, девочки, однажды, помню, рисовала сигилы в таких вот больших масштабах. И, знаете, сижу, короче, за столом, рисую, и где-то на... И я их рисовала специально на ту луну, на которую надо рисовать. То есть от порчи в одно время рисуешь, да, для там любви в другое время. И фишка в том, что я рисую, и я уже чувствую, как мне волна воздуха, если можно так сказать, она ударяет мне в руку, в глаза. И вот каждый сигил я вот реально чувствую, как действует, понимаете? Если вы даже сами начнете, вот, например, кто любит черную магию, девочки, начните с демонологии. Просто даже для
общей информации, да, кто занимается таро, кто занимается магией, для общей информации. Откройте демонологию, а вы возьмите, перепишите, просто перерисуйте без всяких ритуалов все знаки демонов. Или возьмите какой-нибудь определенный сигил, например, который вам нравится, да, и попробуйте его нарисовать много раз, ну, раз 10, да, и вы будете чувствовать вот этот удар в руку от этого сигила, вы его физически почувствуете. И вот так вот магия чувствуется, кто-то не чувствует сначала, да, но вот если хотите физически, чтобы почувствовать, возьмите, нарисуйте. В общем, сегодня 8 апреля, девочки, у нас убывающая луна в рыбах. И я очень люблю такие убывающие дни, особенно касательно 26 числа, девочки. У меня и есть и ритуалы такие на 26 именно в убывающую луну. А сегодня, девочки, 26 день, убывающая луна в рыбах. И я вам покажу, как вы можете ослабить, да, либо вообще снять привороты, или ослабить какие-то привороты, которые, ну, где-то вам мешают, да. Или вы, например, переживаете за какого-то мужчину. Вот у меня, кстати, сегодня мой такой добрый знакомый приезжал в гости, да, и знаете, вот у него была все время борьба с приворотами. Он, правда, далеко очень от меня живет, и поэтому он работает с другим мастером. И он мне показывал, что ему говорили, что надо читать, да, что делать. Скинул мне вот эти вот молитвы, которые она ему скинула, да, то есть и у меня типа совета спросить. Но я вам скажу, вот эти вот привороты дурацкие, с него сил, конечно, высосали в свое время, да, и человек реально запутался. Толковый такой мужчина, да, и запутался вот из-за этих приворотов. И лечился он у этого мастера, да, который возле него. И там и на крови было, и что только там у него не было, да, куда он ездил. Да, он выздоравливает, но такое себе. Ладно, девочки, про приворот. Поэтому я решила, что, знаете, раз такое дело, то в Ютубе тоже надо это показать. Сегодня, смотрите, пока Декарт, девочки, пока мы будем гадать, вот смотрите, если на вас вы чувствуете тоску по какому-то мужику, которая сама по себе не проходит, и периодически, ну, вы понимаете, это не то, что там ностальгия накатила, а вас реально колбасит, и вы понимаете, что жизнь, ну, что-то идет не так, да, то есть вы чувствуете какое-то влияние на себе. Вот таким девочкам могу посоветовать. Если вы знаете, что кто-то наводит приворот, но если у вас достаточно силы своей такой жизненной, да, чтобы, во-первых, наблюдать за мужчиной, а потом, чтобы и помочь ему. Вот сегодняшняя ночь я вам покажу один такой покус, понимаете? Как на 26 число можно снимать. Правда, я не всем его рекомендую, девочки, как снимать. Это именно тем, кто вот реально 100% уверен в привороте, да, и 100% уверен в своих силах. Желательно, чтобы это делал человек, который родился в числа 1, 11, 10, 21, 13, ну, короче, там, где есть единичка спереди или последняя единичка. И еще может делать тот, у кого лунные сутки по рождению тоже есть единички, да. Вот этот ритуал хорошо ляжет, вы это можете делать. И, короче, девочки, сразу его так по-быстрому покажу. Просто берете лист. Но я сейчас вам тут схематически. Сегодня 8 апреля, да, 8 старший аркан, правосудие у нас. 26-й лунный день, верховная жрица, влюбленные. 26-й лунный день, у нас рыбы, правильно? Сегодня убывающая луна в рыбах, но убывающую мы избавляемся. 2 рыбки, 26 число, 26 кратно 13 и 13. Понимаете? Ну, я не знаю, я так хочу быстро, но это целая болталка на 40 минут по объяснению ритуала, поэтому я кое-что буду объяснять, кое-что нет, да. И вот берете листик бумаги, ну, конечно, меньше, чем А4, да, такой вот маленький, вот какой-нибудь такой вот по размеру листик бумажки. Берете, например, черный маркер, черную ручку, надо черный цвет, потому что в черной магии нужен черный цвет, либо это черная бумага, либо это черная нить, либо это черный маркер, тут надо цвет. Цвет, который
поглощает все волны и никакой волны не образует, да, световой волны. Дальше, мои дорогие, но это только уже с черной магией пошло, да. Рисуете перевернутую пентаграмму. Перевернутая. Есть две формы активной пентаграммы. Прямая пентаграмма и перевернутая пентаграмма. Перевернутая пентаграмма – это больше свитки, да, магии. Но у меня, например, я и на прямой работаю, и на перевернутой. Но так как мы снимаем всякие гадости, мы работаем на перевернутых. То есть два рога вверх у нас должны в нашей пентаграмме быть. Рисуйте, девочки. Но не всем это говорю. Обратите внимание на, когда вы родились. Вот, чтобы единичка у вас была. Он точно сработает. Если вот единички нету, можете сделать, если вы, конечно, черной магией уже занимались. То есть это не для тех, кто черной магией не занимается. Кто знает, что такое откупы, кто знает, как в черной магии, да, что делать, как светиться. То есть вы знаете, значит, вы делаете. Если кто-то не знает, делать это не надо. Дальше, мои дорогие. Если у вас вещи какие-то есть, не вещи, тут еще, кстати, полностью этот ритуал, он идет и с кровью, да, но мы его облегчим так, то есть с кровью я тут давать не буду. Кстати, может, кто знает, кто не знает, девочки, кто занимается магией, смотрите, какой у меня приборчик есть. Для того, чтобы себя, как мне надо добыть свою кровь, да, не иголкой же, а обычной царапать, девочки. И вот я такой вот в аптеке продаются такие штуки для измерения, чего там, глюкометр, по-моему, да. И, короче, вот я купила себе, вот тут вот иголка идет, заряжаешь его вот так вот. Ок. Это я зарядила иголку, а сюда, получается, палец подставляю, нажимаю, и маленькая микро такая штучка получается. Ну, это как инсулиновые, да еще даже меньше иголки. В общем, но с кровью мы тут не делаем. Рисуйте просто пентаграмму. Это только можно делать сегодня ночью, на 26-ю бывающую луну, да. Дальше, на этом же листике 13 я не просто так написала. Это, девочки, сигил. Почему цифра, число? Все говорят, число 13, магическое число. Да, оно рисуется, 13-й аркан смерти. Но не в этом еще суть. Это, мои дорогие, сигил. А в круге, когда мы рисуем сигил, да, мы делаем его без обраток. То есть, если с откупами и с обратками, да, то без круга. Когда без откупов и без обраток в круге. Потому, например, гексаграммы в круге. Короче, целая лекция, короче, по магии пошла. Не буду, девочки, говорить это уже, да. В общем, рисуете тут 13 и тут 13. Просто рисуйте и все. Это сигилы. Это не просто цифры. Это сигилы из черной магии, да, число 13. Многие себе татуировки набивают для удачи, число 13. Можете даже в интернете посмотреть. По-моему, у Тимати тоже есть. Моргенштерн 666 набил, да. Ну, короче, это все почему, для чего? Все для магии. И, девочки, можете написать тут внутри его имя, да. А можете не писать, но проецировать образ. Если у вас хорошая такая вот зрительная память и фантазия, если вы будете в пентаграмме представлять его лицо, это будет замечательно. Если у вас образ его теряется, то лучше уже написать имя этого человека. Рисуйте вот это имя. Дальше, мои дорогие, у меня есть такой поднос. У кого-то это может быть просто обычная тарелка. Я вам показывала, девочки, фольгу, как можно использовать. Есть еще такие, знаете, я покупаю себе в магазине вот эти вот для выпечки, как их там, такие маленькие штучки для выпечки, да, они тоже с фольги идут. О, блин, так удобно, не надо никакие подсвечники наносить, никакие тарелки, ничего. А потом скомкал, получается, зарыл, куда тебе надо, да, или выкинул. Короче, всякие такие штучки. Берете, девочки, вот этот маленький листик, я уже просто, наверное, тут сжечь не буду, да, с его именем. Свечи мы здесь, девочки, не используем. Не надо ничего восковать, ничего делать. Берете, сворачиваете в трубочку просто с его именем. Берете, например, спички или зажигалку, мои дорогие, да. И тут будет такой
один из основных моментов, когда вы перенимаете вот этот приворот, то, что на этом мужике было, можно и на себе, да. Тут будут задействованы ваши две руки, правая и левая, да. Та рука, которой мы отдаем энергию, и той, которую мы получаем. У некоторых вот эти вот руки отличаются. У меня дающая правая, да. И берете, девочки, да, поджигаете с одной стороны. Ну вот я на большом покажу, но жечь уже не буду. А то мне надо кондиционер включать. Вот этот листик. И когда вы его поджигаете с одной стороны, надо вот так вот, пока до ваших пальчиков дойдет, да, менять руки. Вот это вот движение. Самое главное здесь пентаграмма и вот это вот движение, когда пентаграмма находится между вашими руками. Не в одной руке дающей или принимающей, а между. И вот так вот поводили, поводили, поводили. Догорело оно все. Все догорело. И главное, чтобы остался такой пепелочек уже, да. Можете потом его растолочь какой-нибудь ступкой, если у вас есть, да, какая-то ступочка, растолочь. И берете на фольге кусочки или еще где-то. Живете вы в доме, либо в подъезде. Надо ночью, не выходя за порог, это выкинуть. Если вы живете в подъезде, не в окно кидать, а через порог. Но за порог не заходить. То есть у вас остался пепел. Вот это вот у вас порог. За порог просто открыли дверь, быстро шух, выкинули, дверь закрыли ночью. Вот в этой ночью, понимаете? В окно не выкидывать нельзя. В унитаз тоже не сливать, тоже нельзя. Понимаете? Блин, так хочется рассказать дальше про это все, да, как это все действует, все остальное, но мы сегодня гадаем, девочки. Но имейте в виду, вот эта манипуляция, она облегчает привороты. И если на какого-то мужчину делают приворот, вы его можете так этот приворот погубить через пентаграмму в руках, понимаете? Надо перекладывать с руки в руку, пока горит. С руки в руку. Чем больше перекладываете, тем лучше. Это не надо сидеть и ждать. Вот так вот. Нет, пентаграмма, она должна как раз-таки весь этот замут именно тогда, когда она находится между вашими двумя руками. Понимаете? Ну ладно. Татьяна пишет, у нас соседи внимательные, все видят, гады. Да, и поэтому для того, чтобы это не видели, тихенько открывается дверка, и это выбрасывается через порог, но не выходя. Живете в частном доме, открыли входную дверь и за порог выбросили, пепел этот раздули. Если в подъезде, можно в подъезд, да, его особо не будет видно, просто бумажку берите небольшую, там этого пепла горсточка маленькая, там никто ничего не заметит. Только осторожнее с огнем, девочки, потому что если у кого-то что-то, сами знаете, там противопожарную безопасность рассказывать вам не буду, да, но почему одни горят дома, а другие не горят, да, это к этому тоже все относится. Ну что? Так что хотите кому-нибудь навредить, точнее снять чей-нибудь приворотик, чью-то работу, девочки, очень прикольная вещь. Так, ну что, давайте посмотрим. Все у нас тут уже собрались, девочки, и давайте посмотрим, что происходит. Ой, кстати, я вам даже покажу такую штучку. Ну, это у меня заготовочка, девочки. Это, не знаю, видео буду показывать или нет. Смотрите, это овечья шкура. Причем это не просто овечья шкура, это выделанная человеком, а не машиной, овечья такая шкурка. И вот такие вот штуки я делаю себе, когда мне надо что-то сделать. Даже не с бумаги, а именно со шкуры. Ну что, давайте посмотрим, что происходит у него в жизни, девочки, гадания. Что происходит у него в жизни? Это мы так, знаете, немножко объединяем, где и с кем он сейчас, да, и посмотрим, что он о вас говорит. Так, что происходит у него в жизни? Заговор, девочки, никакой читать не надо. Вообще не надо. Есть такие моменты, как обет и молчание, все остальное. На убывающую луну
Ничего мы не читаем. Ну что, девочки, давайте посмотрим, что происходит в его жизни. И у нас зомби Таро. Первый вариант, второй, третий, четвертый. Что происходит в его жизни? Жанна спрашивает, а как себя снять? Вот таким же методом можно снимать. И знаете, какой, я даже не знаю, плюс это или минус от этого ритуальчика ночного, да? От него могут быть какие-то непонятные звуки. То есть вам, например, в окно кто-то может постучать, да, или что-то упасть ни с того, ни с сего. Может кто-то такой позвонить, кто давным-давно не звонил, и вы даже не ожидали. Кто-то может ошибиться номером. Ну, такие вот моменты есть, но это просто, вот знаете, побочка такая. Коты начали орать под окном. О, девочки, я выложу вам эту фотку, как я Пикова вас фоткала, что делает мой кот. Ну что, давайте выбирать. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Что происходит в его жизни? Что происходит в его жизни? Загадывайте вариант и поедем, девочки. На 26 убывающие, девочки. 8 числа, нет, не обязательно 8, 26 убывающий день. 26 убывающий день, лунный. Ночь так подлавливаем. Так, ну что, поехали тогда. Что происходит у него в жизни? А, девочки, кто, например, загадал какие-нибудь варианты или первые, вторые, можете послушать, да? А кто загадал третий, четвертый, у вас еще есть время сделать вот этот прям ритуальчик, пока, например, идет стрим. Почему бы и нет? Вы прям можете сделать и потом еще отписаться. Я сделала, я сделала. Только будьте осторожны сейчас с огнем. Вот реально, да? Не спешите. Маленькую бумажечку берите. Вообще такую малюпасенькую, чтобы влезла пентаграмма. Ну что, поехали тогда. Что происходит у него в жизни? Первый вариант. Верховная жрица, девочки, выпала вам. И еще в этот день, да. А я, кстати, сегодня думала про Верховную жрицу. Про эту карту что-то такое много думала. Про сегодняшний день и Верховную жрицу. Короче, девочки, что происходит у него в жизни? У него дикое такое... У него... Давайте мы загадываем сейчас каких мужчин? Любых, в принципе, да. Но обратите внимание, да, я буду более в общем так говорить, потому что тема не особо такие узкая, да. Кто-то мог бывшего своего загадать. Короче, девочки, вы можете... Я буду говорить о женщине или там о девушке, да, а вы уже просто... Либо это касается вас, либо это касается какую-то другую. То есть сами уже определите. О чем я тут говорю, девочки? Очень сильное влияние у него женщины на его жизнь, да. Он все время думает об этой женщине, думает, не может выбросить ее из головы. Образ все время идет. Он как разговаривает с ней, когда ее даже нету рядом. Тоскует. Это, знаете, как потерявшийся мальчик, который без своей женщины не может. Как без мамки. Сильно не может без какой-то женщины. Этот мужчина. Давайте еще посмотрим, что происходит в его жизни. Тоска, девочки, у него. У него тоска по женщине. 13-й старший еще аркан. Вот, девочки, это прям сегодняшний день, это прям ваш. Вот кто выбрал первый вариант, вот я тут про магию говорила. Там был, когда я говорила про 26-е убывающее, да, 26-й лунный день убывающий. В рыбах, девочки. 2 и 6 было, да. И, я говорила Верховная жрица и влюбленные. Ну, обратила внимание. Смотрите, Верховная жрица. 8 апреля.
и 13, где я вам писала вот эти сигилы, да. То есть с того листочка все цифры прям, понимаете, еще шестерки не хватает, шестого старшего аркана. А так все выпали. Так что я вам скажу одну вещь, это не просто, это не просто так. Вот это знак для того, чтобы вы все-таки сделали этот ритуал. Просто, девочки. Кто-то, если чувствует, можете на себя сделать, написать, даже не писать там свое имя, да, а написать, я, знаете, как люблю писать в сигилах, да, для себя, для меня, я. То есть я не пишу свое имя, я пишу я. Вот такие дела. Не может, он очень сильно тоскует по женщине, девочки. Это даже, я бы сказала, смертельная тоска по женщине. Не выкинуть ее с головы. Но так как эти карты, девочки, выпали вам, причем 2 старших аркана, я так думаю, что это может и про вас. Этот мужчина, либо, если это бывший, он сильно-сильно сожалеет, что он с вами расстался. Вам может быть казаться, что там из-за денег, из-за любви, там нашел другую, все остальное. Он жалеет. Понимаете? Не выходит у него из головы, это его зазноба. И все-таки это выпало вам, девочки. Давайте еще посмотрим, что происходит в его жизни. 10 кубков. О, король мечей. Его показывает королем мечей. Хорошо. Что в его жизни происходит? Тут даже не про жизнь идет. Этот расклад не про жизнь, девочки. Этот расклад выпадает у него смертельная любовная тоска. Либо он не с тем, с кем он хотел быть, и он это прям понимает. Если, например, этот мужчина ушел с семьи, если он с другой женщиной живет, да если он сейчас, я не знаю, там с женой, любовницей, непонятно с кем, он понимает, что он не с тем, с кем надо. Понимаете? Но эти карты... Вот такое ощущение, что не я их достаю сейчас, а такое, вот иногда даешь с колоды Таро человеку выбрать свои карты, да, и такое ощущение, что вы как доставали здесь эти карты, потому что они как, это даже не для Ютуба гадание, это как личное гадание здесь идет. Любовная пара, которая в параллельной реальности совокупилась, а в реале не совокупилась. Если он, девочки, с вами расстался, он там рыдает и плачет, понимаете? И об стену головой бьется. Но тут еще такой момент. 13-й старший аркан смерти, он не просто так выпадает. Мечевые карты не выпали с мечевыми, они выпали с кубковыми для описания чувств, да? Я сейчас его переложу, девочки. Что происходит у него в жизни? Что происходит у него в жизни? Он не может встать, девочки. Ему ноги болят. У этого мужчины что-то с ногами. Ему тяжело вставать. Вот именно, знаете, как сидит на диване, да, и вот человеку надо встать, пойти воды попить, к примеру, да. И ему очень трудно дается вставание само. У него что-то с ногами не то. Что происходит в его жизни? 6 мечей. Он денег, девочки, должен кому-то. Ну, небольшие деньги, но должен. Дальше, что происходит в его жизни? Он сменит работу, девочки.
Это будет увольнение его. Причем он может даже скрывать, что его уволили с работы. То есть тут может дойти даже до маразма, когда мужчина типа ходит на работу, а сам не работает. Он может врать что-то или сам верить в то, что он ходит на работу, либо за эту работу как-то не заплатят. Ну, короче, что-то с работой точно уже не идет, и ему трудно вставать. Как не то, что колени больные, а я, например, вот хочу на его месте встать, и мне так тяжело это дается. А фигня в том, что вот первый расклад выкладывала на этот первый вариант, и там вообще история не о том, что происходит в его жизни. Я еще думаю, какого фига мне это все выпадает. У него, девочки, в скором будущем жизнь будет иметь крутой поворот, я вам скажу. Не особо у него дела идут. Не особо у него идут дела. Будет увольнение, либо потеря работы. Но он как бы в это верить особо не будет. Либо понижение в должности. Ну, что-то такое, знаете. Хотя потеря работы, знаете, я вижу, как он хочет туда идти, но не идет. Может, это больничный. Но просто для него этот даже больничный будет таким стрессовым. Не то, что там, ура, больничный, я не иду на работу. Нифига, он будет стрессовать. Блин, а что тут такое? Это... Что происходит в его жизни? Он все время думает об этой девочке-женщине. Вы ли это? Это любовная женщина, с которой типа я не могу быть девочки. Ну, не может он сейчас, девочки, с кем-то быть, да, и поэтому такая вот тоска идет. Это не просто, это не просто скучание, это тоска, причем таким, знаете, с негативным тоном, я бы так сказала, да. То есть тоскуешь и не думаешь, что ты встретишься, а тоскуешь и думаешь, что ты не встретишься. Мне кажется, тут еще что-то есть. Вот я не то, что-то я там до конца не сказала, но тут еще что-то прям, знаете, как из-под кожи выбивается, как бьется в живот. Такое ощущение, что хочется еще раскопать, что тут за верховная жрица-то такая. Сейчас, девочки, я уже последнюю карту уже на первый вариант, чтобы не задерживать. Что это за жрица такая у него выпадает? Девочки, вот первый вариант, да. Не знаю, как вам к этому относиться или не относиться. Вот это вот все двойки обозначают какие-нибудь подклады, подарки, всякие такие вещи, от которых фонит, да. И двойка вам выпала. Я тут в начале самого стрима, может, если кто-то опять посмотрит записи, говорила вам про ритуал, да, как снимать привороты, девочки. И смотрите, какая фигня. Может, вам либо с себя снимать приворот, либо с его. Но сделайте его, вот этот ритуал, про который я говорила. У вас он вообще, понимаете, такое ощущение, что прям для вас это все. Вот. И, блин, я еще и говорила, девочки, блин, я сейчас вспоминаю, уже блинкаю, но фишка в том, что я говорила, кто может делать ритуал, кто родился 1-го, 10-го, там, типа 11-го, у кого единичка впереди, единичка в конце цифры числа вашего стоит, либо и лунный день, да, то есть у меня, например, я родилась 10 февраля в 10-й лунный день, мне так подфартило, да, но если вы обратите внимание, когда вы родились, какой был лунный день, и смотрите, а вы-то выбрали первый вариант, и сразу выпала Верховная Жрица. И тут единица идет, и это не случайно, девочки. Либо вам вот что-то вот это даст,
Понимаете? Что-то оно даст, если вы сделаете это. Но надо почувствовать, вам с себя это снимать или с него. Почему вы этого мужчину здесь загадали, девочки? Ладно, вот такой вот был первый вариант. Ну да, блин, ну первый вариант, извините, но он реально сложный. Сложный, причем связан вот реально с магией напрямую на все 100% из 100. Ничего простенького, как я хотела в стримике, знаете, так поболтать, не получилось. Сложный первый вариант был. Ну что, давайте посмотрим второй, девочки. Что происходит в его жизни? А что он говорит о вас, отдельно по одной карте погадаем уже. Так, можно потом других мужчин загадать. Ну что, давайте посмотрим, что происходит в его жизни, второй вариант. Он куда-то не успевает. Я не успеваю куда-то. Стою на своем, много спорит он, девочки, сейчас. И капризничает, и хочет, чтобы ему много внимания, много уважения шло, да. И он такой упертый, как козел. Он стоит на своем, такой, знаете, я бы даже сказала, агрессивный он. Но по-детски агрессивный такой. Пытается как кого-то напугать, что происходит в его жизни. Правосудие от кого? Знаете, тут вот как не досталась ему какая-то женщина. Не досталась мне женщина. Ну ладно, хорошо. Что происходит в его жизни сейчас? Очень лакомый кусочек не достался. Ну ладно, а еще что происходит в его жизни? Знаете, что этот мужчина хочет? Кружите меня, кружите, веселите меня. У него большое такое желание, да, может быть, в молодость удариться, либо, знаете, вот каким-нибудь как говорят сейчас, молодежь говорит, по флетам, по впискам походить, с кем-то погулять. Но это не свидания, а какие-то такие, знаете, ржачные какие-то, может быть, с выпивкой, какие-то встречи кабачные, я бы так сказала. По кабакам хочется полазить ему. Ветер в лицо. Хочется походить. Может, устал от этого, от пандемии этой девочки. Может, устал. Так хочется ему сорваться куда-то. Настроение не фонтан у него. Что происходит в его жизни? Так. Шестерка мечей. Он не получит желаемую сумму, которую он хотел. Ему как не доплатят, не заплатят. Долг не вернут. У него сейчас повышенная либидо. Хочется заниматься сексом, девочки, ему. Прям созрела ягодка. И еще у него проблемы с какими-то... Я не врач, да, но, короче, с какими-то трубками в организме у него проблемы. Сосуды, которые идут не горизонтально, а вертикально, как стекается что-то. Возможно, это мочеполовая система. Знаете, как все в одну точку стекается. Я так думаю, что это мне напоминает мочеполовую систему. Там либо какой-то песок... Девочки, либо песок какой-то, потому что мне, как, знаете, что-то покалывает. Вот когда мне покалывает, так я могу примерно объяснить. У него близко вот такие вот проблемы. Знаете, есть такая, кстати, классная паста, в аптеке продается, фитолизин. Ей мужики лечатся.
И я заметила, что это уже не первый мужчина знает про эту вот пасту фитолизин на травах. Короче, очищает им именно мужикам хорошо эти почки и всякую фигню такую. И знаете, у меня кот однажды писал с кровью. И я думаю, он же мужик. И я думаю, куплю ему эту. Я ему дала горошину. Все, мой кот здоров, как я не знаю кто. Вот именно от этого. И мужики этим пользуются. И что я сейчас это говорю? Скорее всего, что там мужик этот ваш подлечивает, мужчина. Подлечивает себе что-то. Что происходит в его жизни? Ссорился недавно с каким-то мужчиной, шапочным знакомством, с которым знаком. То есть сосед по гаражам, какой-нибудь просто сосед, может какой-нибудь коллега по работе, но не близкий, а немножко это такой. Ты чё, а ты чё, а ты чё? Короче, живет обычной жизнью обычного девочки-самца такого. Но не прям горячего такого, знаете, и счастливого, а вот такой вот немножко злой. Какой-то у него тестостерона, наверное, много у этого вашего мужчины. Он такой, вы знаете, такой вот агрессивный мужичок, я бы так сказала про него. Вот такие вот дела. Ну что, давайте третий посмотрим тогда вариант. Что происходит у него в жизни, девочки? Колесница. Ой, как ему хочется делать. Вот колесница, 7-й старший аркан, мне тоже выпадает, особенно, знаете, когда мне снилось, что я еду куда-нибудь, когда мне приснились что-то голубое, это у меня сразу к путешествиям каким-то, да. И вот смотрите, у него колесница выпала тоже. Я, блин, ее вытаскиваю на сон обычно. Короче, девочки, он как мечтает о каком-то путешествии. Я не скажу, что он собирается, и не скажу, что он планирует, да, но он уже там себе мечтает о каком-то путешествии куда-то. Что происходит в его жизни? Какие-то проблемы с бумагами. И серьезные даже, я вам скажу, проблемы с бумагами. Это что-то остается неподписанным. Это, может быть, не дадут визу, не пустят там, например, за границу, если это с путешествием связано. Это не проставленное, вот кто-то посмотрел и не подписал. Знаете, как договор посмотрел, он тебе не понравился, ты его не подписал, да? И тут может быть долгий ящик какой-то. 7-й и 20-й старший аркан. Что происходит в его жизни? А что такое черное выпало? Такое черное. Что-то большое черное. Сейчас, что это черное такое большое? Что это такое? Он стоит перед... Либо это черная дверь, или что. Я просто я не знаю, что это такое черное, девочки. Он стоит перед чем-то большим и черным. Что-то такое. Не знаю, почему он стоит. Хорошо. Что происходит в его жизни? Тут недосказанность какая-то идет. У него есть любовное какое-то общение, либо это переписки. Очень похоже, что это какие-то переписки. Но оно как растянуто во времени. Что в его жизни происходит? Он, девочки, куда-то собирается. Он собирается куда-то. Мылит, чистит перья. Он собирается куда-то. Точно. Я знаю, что это такое черное. Он открывает двери, девочки, и за окном ночь. Он собирается куда-то идти. И причем он собирается, и это связано с какими-то долгими переписками, я бы даже сказала. Он в состоянии таком, что он не один.
я имею в виду, знаете, как вот мы, например, с кем-то переписываемся, да, виделись мы, не виделись, неважно. Важно в том, что мы не ощущаем себя одинокими, там, и он не ощущает себя одиноким. И я поняла, что такое черное. Это он открывает дверь, а там темнота. Я так думаю, что он, знаете, как лощеный какой-то. Он красиво одевается. Красиво одевается на ночной выход куда-то. Это может либо прямо сейчас девочки показать, но я бы не сказала. Два старших аркана прям в самом начале гадания выпало два старших аркана. Возможно, это вот то, что он планирует, да? Или фантазирует какую-то вот эту вот поездку, и он может в нее поехать. Либо он сейчас это делает. Но он считает себя, знаете, таким вот красивым. То есть я смотрюсь в зеркало, и я красивый, одетый, надушенный. Давайте еще одну карту выкинем тут. Тут слишком... Тут уже затошно конкретно. Я хотела больше такое... Что происходит в его жизни? Девочки, я вам скажу, не знаю, с вами он или не с вами здесь, да, но этот мальчик этот себе планирует выгул. Самовыгул, девочки. Он самовыгул планирует себе. А отшельник-то к чему выпал? Вот смотрите, как он не хочет быть в этом отшельнике. Он хочет быть королем кубков. Он выходит с отшельника, с одиночки в любовную любовь, девочки. А чё, если даже это не с вами, а вы вот за этого мужика-то переживаете, девочки, да? Я вам скажу, этого пилота можно сбить, да? Если он, конечно же, к вам не идет, да? Включите флирт с ним, пофлиртуйте, девочки. Не надо с ним выяснять отношения, если вы там хреново как-то общаетесь или что-то. Нет, возьмите, пофлиртуйте. Причем конкретно. Пофлиртовать это не спросить, как дела, да? А что-нибудь такое эдакое написать. Знаете, написать, закрыть глаза и отправить это смс-ку какую-нибудь. И типа, горит сарай, гори и хата. Почему бы и нет, девочки? Я бы, вот если бы я так гадала на человека, который не со мной, к примеру, да, оно мне бы хотелось быть с ним. И мне выпадает, что он куда-то намылился, да, я прям хочу, чтобы он даже просто подумал, что он может пойти в другую сторону, да. То есть я бы с ним начала флиртовать. Ну, если бы он нужен был. Так что, если он вам нужен, девочки, прям не надо не выяснять отношения, ничего, нигде, не игнорить. Флиртовать, девочки, начинайте. Чтобы он... А флирт в чем должен заключаться? Что у него будет возможность заскочить к вам на полку чая. Это может и неправда быть, вы там ему не дадите и все остальное. Но вот этот путь ему в фантазиях его выстроить очень даже и нужно. По колеснице вот этой девочки. Вот такой вот третий вариант. Так, давайте четвертый посмотрим, что происходит в его жизни. Кто-то на него смотрит такими, знаете, ненавидящими глазами, злобными такими, осуждающими, я бы сказала. На него смотрят таким, с осуждением, злобой и ненавистью на этого мужчину. И знаете как? Я даже, жалко, что этого, как говорится, в видео не видно. Я аж села вот и так голову наклонила, как кто-то на него смотрит. Склонила немного голову в сторону и под наклоном на него смотрю как в бок, да. То есть он не в прямой моей видимости. Я так с ненавистью даже какой-то смотрю, да, на него. Кто-то на него так смотрит. Что-то он вытворил. Давайте посмотрим, что. Что происходит в его жизни. Конечно, вытворил. Осуждение на него идет.
об этой истории еще другие люди узнают. Мало тут еще сейчас людей знает, что он там... Что-то он такое сделал, что на него с осуждением смотрят, и это будет известно. Умеренность, старший аркан тут выпал. Это он уже делает не в первый раз. Вскроется о нем какая-то тайна, которую он скрывал и чем он занимался. Либо это какой-нибудь, я не знаю, секрет, который что-то он делал одни и те же действия и не воровал девочки там или еще что-нибудь, да. И вот сейчас это как вскроется. И на него люди другие будут смотреть с осуждением. И почему-то вот эти люди, которые будут смотреть с осуждением, они как будут доносить эту информацию о нем и другим людям. Вот как новости, да? Что-то он такое, что-то выйдет наружу у него. Что он делал это не один раз. Что происходит в его жизни? Боже, сегодня 9 кубков где только не выпадала. Наверное, везде. Что происходит в его жизни? Развод и девичья фамилия. Смотрите. 9 кубков, 3 хазардов, риски. 9 жезлов, 3. 9-9. Тройка, девочки. Вылазит какой-то его секрет. А он у вас, смотрите, он нечестный, девочки. Вы можете говорить, что он супер честный, он откровенный и все остальное. Нет, девочки, я не говорю, что у него там двойное дно, да, но то, что он скрывает что-то, это факт. А скрывает он свои какие-то действия. И тут мне попахивает уже жареным, да. То есть это может у кого-то вылиться даже до развода, до этого расставания у кого-то может, да. Но такое ощущение, что он делает это не в первый раз. Но что-то, на что другие люди смотрят с осуждением. Но не то, что там женщина, которая рядом с ним, там вы или еще кто-то, да, смотрит с осуждением. Нет, как другие, понимаете? Что-то он... И причем он что-то делал... А может он бухал, надоел бухать, и опять, например, кто-то узнает, что он опять бухал, аж ты ж падла. Или воровал там, или еще что-то. Короче, какие-то действия, которые он делал в тайне, очень часто делал. Периодически проворачивал какие-то там махинации, либо темные дела, либо еще что-то. Но что происходит в его жизни? Он будет просить прощения, девочки. Он будет говорить, что я не черная сторона Луны, я светлая, вы не так обо мне подумали, я ни в чем не виноват, простите меня. Что происходит в его жизни? И много людей так соберется вокруг него и будет его, девочки, судить. У кого-то, вот давайте так на чистоту, да, чтобы зубы не заговаривать никому. У кого-то, девочки, это обозначает какая-то измена. Тут попахивает каким-то разводом и изменой. Причем, либо это узнает не сколько там жена. Вот давайте возьмем сторону жены и любовницы, к примеру, да. А это не жена узнает, это знакомые, подруги жены, родственники жены узнают и будут на него смотреть с осуждением, а жена только потом. И либо это, если со стороны любовницы, да, то и любовнице тоже будет интересно в этих отношениях, потому что тут тоже об этом как-то узнают какие-то посторонние люди, другие. И только потом для основных героев вот это вот все дойдет. Оно со стороны начинается. Но очень тут попахивает чем-то таким, с любовью связано. Причем, ладно, тут влюбленные. Вот тут вот еще девочки выпадало. Махинации какие-то. Может, не измена, может, что-то попроще тогда. Но какие-то махинации за спиной, девочки, они-то есть. За спиной либо той женщины, с которой он живет, либо за спиной вашей, обратите внимание, да.
Что-то он такое не говорит. Ну, давайте еще одну я вытяну тут напоследок такое. Точку над «и» надо расставить. Что происходит в его жизни? Ищите женщину, называется Шершеля Фам, девочки, здесь. Он что-то скрывает. Либо скрывает свою, либо вас скрывает, либо кого-то скрывает, женщину. Но это действие повторяющееся. Он не раз это делал. И об этом будут знать другие люди. Вы можете вот оставить его, как говорится, в покое, ни о чем его не спрашивать. Фишка в том, что эта информация идет по касательной. Об этом будут говорить знакомые, друзья, в соцсетях может кто-то сболтнуть что-то такого, да. Это может быть, например, он опубликует какую-нибудь новую фотку, и вдруг какой-нибудь друг под этой фоткой напишет какой-нибудь коммент, да? И вот в этом как раз будет правда. Не в фотке, а в комменте какого-то друга. Вот понимаете, к чему я клоню? Второй круг надо проверять. А там как раз правда. А он не признается. Не первый раз, потому что он этим занимается. Что это? С женщинами связано, девочки. Может, с вами, кстати. Ладно, мои дорогие, вот такой вот был расклад. Ну, блин, сегодня, конечно, вот в рыбный день, да, в близнецовый день тяжеловато на картах гадать, потому что все будет двоиться. Вот оно и двоится. Так, и давайте посмотрим, что он говорит о вас. Давайте по одной карте на Монаре посмотрим, что он про вас говорит. То есть он говорит, как ты мне нравишься, как она мне нравится, либо еще что-нибудь. По одной Монаре, девочки. Первый вариант. Что он о вас говорит? Второй вариант. Что он говорит о вас? Третий вариант. И что он говорит о вас? Четвертый вариант. Ну что, девочки, давайте посмотрим, что он говорит о вас. Что он чешет своим язычком. Что он говорит о вас другим. И не просто всегда говорит. Давайте посмотрим, что он говорил в самое ближайшее время, когда вообще о вас что-то говорил. Что он говорил в последний раз о вас, когда он о вас говорил кому-то, кому-либо, пофиг кому. Что он о вас говорил? Ну что, девочки, поехали, будем смотреть. Так, что он говорил о вас в последний раз, когда он говорил? Много хочет. Вот что он, девочки, про вас говорил. Она много хочет. Она много хочет, что она материально заинтересованное лицо, что на нее много надо денег иметь и много денег тратить. Возможно, он говорил о каких-то подарках вам, да, и ничего плохого, но в то же время, что с вами связаны определенные траты. Много хочет. Вот что он, девочки, говорил. Дальше, давайте посмотрим второй вариант. В принципе, больше ничего. Девятка земли, она многое и не говорит. Так, что он о вас говорит? Так, что он... Четверка огня. Он, девочки, обсуждает интимчик с вами. Был он, либо не было его, он уже обсуждает то, что находится у вас ниже пупка. Причем это даже может доходить до того, что если вы ему где-то высылали какие-то фото свои эротические, скорее всего, он даже где-то мог похвастаться вот этими фотками по большому секрету с кем-то. Либо часть фото показать, да, либо до того, как вы разделись. А у меня есть фото ее голой там это, вот, ты знаешь. О, да, серьезно, да, есть. Короче, девочки, он интимную жизнь, и причем обсуждает вас ниже пояса. Не ваши способности, да, не ваш IQ, не ваши реснички, не ваши ноготочки. Он обсуждает
вас ниже пояса. Обсуждает, смакует подробности, девочки. Ну, тут я даже, знаете, я даже почти покраснела. Он обсуждает ваш бутончик. Он о нем говорит. Причем не просто говорит, а он как смотрит, девочки, на что-то. Либо это ваши фотки, либо он украл у вас трусы, да, трусики ваши украл, либо еще что-то. Ну, короче, он знает, о чем он говорит. Может, вашу новую прическу, интимную стрижку обсуждает. Ну, короче, он говорит об этом. Он говорит о ваших гениталиях. Ну, вы хотели знать, что он говорит? Вот и, девочки, самое последнее, о чем он с кем-то говорил, он говорил о, о вашей Мэрилин Монро, девочки. Ладно, давайте посмотрим третий вариант. Что он говорил о вас последний раз, девочки, когда он о вас говорил? А вот этот третий вариант, да, он говорил с какой-то досадой и с каким-то недоверием, да, то есть он не знает либо чем дело закончится, либо что вы скажете, либо что между вами будет. Короче, не уверенно о чем-то говорил. И причем, знаете, как не хотел говорить, как будто его кто-то спрашивал, а он не хотел об этом говорить и как уходил от ответа, потому что он что-то не знает, в чем-то он не уверен. И вот такой вот немножко страх еще тут идет. Немножко страха было. Его у вас кто-то спрашивал. Но это не с интимом связано, не с материальным, ничем. Ну, типа, а как у нее дела? Или там ты с ней еще встречаешься, или еще, а у вас там что-то было. И, короче, очень неуверенно, не хотел, уходил от темы. Он не особо хочет разговаривать о вас, да? Почему? Неуверенный, немного страх какой-то есть такой. Или, может, как сглазить боится, возможно, да? Или замолчать тему эту какую-то. Он лучше в себе поддержит это, чем с кем-то будет разговаривать. Так что, девочки, если что, он секрет какой-нибудь сбережет. И давайте посмотрим четвертый вариант. Что он говорил о вас в последний раз? Ой, король земли выпал. Да что ты? Какой ты тут деловой, девочки. Он говорил... Последний раз он прям, знаете, это даже не то, что говорил, он переписывался с кем-то. Это писанина по-любому была. Он переписывался, потому что очень четко мне идут буквы. Мне идут буквы и какой-то разговор в сообщениях каких-то. Это мессенджер какой-то, либо, ну не знаю, на соцсети не похоже. Это мессенджер, девочки. Это какой-нибудь WhatsApp, там, Viber, Telegram. Короче, какой-то мессенджер, в котором он сидел и переписывался с кем-то о вас. О чем он писал? Мне раз четко идут буквы, я хочу сейчас восстановить картину мира. Планы. Но это не просто планы какие-то, а такие, типа, попробовать. Он, знаете, говорит инфинитивами глагольными. То есть он говорит, он пишет там, не я работаю, или я буду работать, или еще что-то, а надо попробовать. Короче, инфинитивы, глаголы такие идут. Попробовать. Короче, девочки, 100% какую-то такую штуку. У него вы записаны глаголами какими-то. Он пишет какие-то действия в инфинитивах. То есть не говорит, когда это будет,
но говорит какими-то глаголами, которыми он описывает, что он будет в вашу сторону делать. Если это какой-то ваш бывший, то я вам скажу, что-то он планирует в вашу сторону. Но он точно знает, что он хочет, но точно не знает, когда он это хочет. Так, а давайте я тут еще одну все-таки карту достану для короля. У него, девочки, это не получится, потому эти инфинитивы идут. То, что он что-то планирует, но не говорит, что это я сделаю, да, а что это надо сделать. Но старший аркан дурака выпал. То есть то, что он там, знаете, на словах он Лев Толстой, а на деле фиг простой, девочки. А давайте тут я еще скажу, а с кем это он говорил? Десятка воды. А кто это такой на другом проводе был? Он о вас говорил. Вот я не знаю, как вы в это поверите, девочки, или не поверите, но он говорил, либо у вас с этим человеком был секс, с кем он разговаривал, либо этот человек другой вас тоже как-то хочет, может быть, да? Но тут какая-то есть привязка. Не любовно, не любовная, но какое-то такое... Связь есть с тем человеком, с которым он у вас переписывался. Связь есть между вами и тем еще человеком. Странно, короче, девочки тут. А у него это не сбудется, то, что он там планировал вот этому, когда рассказывал. Но вот этот человек как будто бы больше с вами как-то можно коннект найти, чем у этого. У этого не сбудется, а у этого интересно то, что он с вами, он знает вас, этот человек, очень хорошо, я бы даже сказала. Ладно, девочки, вот такие вот дела, такой вот был расклад. Все, котики, спасибо вам за внимание. Хорошего вам вечера. Пусть сбываются, девочки, все ваши мечты. Если кто не слышал, девочки, сегодня, если вы хотите снять приворот, либо себя снять, вот эти вот всякие, знаете, загоны, тоску и всякую ерунду, да. Сегодня 26-й убывающий лунный день в Рыбах. И в самом начале видео, пока я там ждала, пока мы все с вами соберемся, да, рассказала, что можно сделать, мои дорогие. Так что, если кто-то хочет, кто нуждается, кому это надо, ловите сегодня вот этот день, 26-й лунный день, убывающий в Рыбах. Все, мои котики, спасибо за внимание. Пока-пока.